Добрый день, дорогие тельцы, это ваш расклад Таро на месяц август. Сегодня расклад на столе, потом напишите в комментариях, какой вам больше нравится, как со мной вместе в кадре, или вот как сегодня будет расклад на столе. Хочу, чтобы вы поближе, подробнее смогли подольше рассмотреть карты и сопоставить ситуации со своей жизнью. А мы давайте начнем. И первая карта для вас, тельцы, на месяц август. Это карта восьмерка кубков. По восьмерке кубков, возможно, какая-то поездка, куда-то вы уезжаете. Может быть, на море, может быть, на отдых, может быть, просто в какую-то командировку. Но это похоже, что вы вот куда-то планировали, собираетесь и уезжаете. Либо же это уход от какой-то проблемы, от какой-то ситуации, как будто куда-то убегаете, да. Может быть, вы от какого-то человека уходите, либо от прошлого, да. Совет карты: не держитесь за прошлое. Если вам нужно что-то поменять, меняйте и не бойтесь. Может быть, уход со старой работы и на новую, да, со старой квартиры на новую. То есть это какая-то смена обстановки. Так, следующая карта, тельцы, для вас. Это карта семерка кубков. По семерке кубков идет выбор из вариантов. Снова кубки, водной стихии, эмоций. И здесь у вас будут варианты, вы будете выбирать, вам будет предоставлено несколько вариантов, да, может быть, это работа, может быть, это действительно куда-то поехать, вы будете выбирать. Но эта карта еще, знаете, таких, может быть, каких-то иллюзий, что вот нужно спуститься, знаете, как будто бы с небес на землю и выбрать какой-то один путь, одно направление, одну работу, одни какие-то вот отношения, если вы девушка, и за вами там ухаживают молодые люди, да, сделать свой выбор, определиться. Это вот нужно четко знать, что вам нужно, исследовать этому пути и не метаться. Так, но выбор у вас будет, варианты будут, с чем-то будет связано, тельцы, в августе вам уже виднее. Может быть, вы что-то будете из техники покупать и выбирать. Так, следующая карта для тельцов на месяц август. Это карта семерка жезлов. Будет какое-то продвижение дел, что-то движется. Какой-то процесс, который у вас идет, он движется, он продвигается. Еще по этой карте, может быть, если у вас какие-то есть дела, которые стояли на месте, как, знаете, болото, да, то наконец-то пойдет движение, пойдет рост, если это работа. Потому что жезл огненной стихии — это стихия огня. По этой карте не нужно останавливаться на достигнутом, нужно всегда двигаться вперед, ставить новые цели, достигать их. Но однозначно это еще, кстати, могут быть какие-то новости, информация, еще это может быть поездка куда-то, может быть, вы отправитесь действительно вот в путешествие, как по первой карте, да, и здесь тоже может быть какая-то поездка. Карта символизирует еще транспорт, поезд, самолет, может быть, вы действительно куда-то отправитесь. Так, давайте посмотрим следующую карту для вас, тельцы, на месяц август. И эта карта, напомню, расклад общий. Так, это карта суд. По карте суд все будет хорошо. Это, знаете, карта старшего аркана. Это страшный суд называется карта. Но на самом деле, знаете, эта карта еще, когда нужно платить по счетам. Если вы что-то, скажем так, сделали в жизни, либо же вам кто-то что-то сделал, то все вернется бумерангом и станет на свои места так, как должно быть. Но в основном эта карта символизирует изменение ситуации в лучшую сторону. Когда идет, знаете, возрождение, избавление от каких-то, например, проблем. Смотрите, какая вообще интересная, красивая карта. Избавление, например, от проблем, избавление от трудностей, как будто бы вот перерождение, да, здесь девушки, они с могилы встают, как будто бы перерождаются. И это еще может быть завершение какого-то тяжелого периода, начало вот именно нового этапа в жизни. Но еще эта карта может показывать именно самоосуждение. Может быть, я там недостаточно красивая, недостаточно стройная, худая, там недостаточно денег там зарабатываю, недостаточно хорошая мама, недостаточно хорошая жена. Идет какое-то самоосуждение. По этой карте не нужно этого делать абсолютно. Так, давайте следующую карту для вас, тельцы, посмотрим на месяц август. И эта карта четверка кубков. По четверке кубков
как и по 7 кубков, у вас будет выбор из вариантов снова. Такое ощущение, что вам будут что-то предлагать в августе или в месяце, а вы будете выбирать. Но по этой карте особо вам не хочется принимать это решение, этот выбор. Может быть, вас кто-то пригласит куда-то, в какую-то компанию, и вам это не особо компания будет нравиться, или место, куда вас позовут, либо же работу не такую предложат вам, да, а не с той зарплатой, с которой вы хотели бы, либо место, не знаю, жительства, если вы ищете квартиру, будут варианты, но не то, чтобы вам хотелось на самом деле. Здесь как будто бы, знаете, вы отрицаете предложения, которые к вам поступают в августе. Так, давайте посмотрим еще для вас 5 карт. И следующая карта для тельцов на месяц август у нас... Так, тройка мечей. Тройка мечей у нас показывает на обиды. Какие-то вот обиды есть, разочарование, какое-то расстройство. Знаете, как будто бы разбитое сердце. Эта карта показывает именно негативную реакцию. Может быть, из-за этой вот ситуации, да, что-то вам будут предлагать, а вам это прям... но не то, чего вы ожидали, не то, чего вы хотели. Еще по этой карте, по тройке мечей, нужно вот осторожно быть с здоровьем. Могут быть какие-то проблемы действительно с сердцем. Но в раскладе Таро Райдера Уэйта там эта карта показана как сердце, и в нем 3 меча, как будто бы любовный треугольник, либо сердце, знаете, вот пронизывают эти мечи, и действительно могут быть какие-то вот проблемы со здоровьем. Будьте внимательны, осторожны. Но это такое, знаете, здесь идет разочарование, обиды. Смотрите, гром, молния, все летает, все не так, серое все. По этой карте может быть любовные разочарования в человеке, который с вами рядом. Так, давайте следующую карту тельцы посмотрим для вас. Ой, это карта 6 жезлов. Вы победите, у вас все будет хорошо, что бы там у вас не было, почему вы там разочаровывались, но все закончится в итоге хорошо. Может быть, человек, который рядом с вами был, вы его, скажем так, победите, да, будете ликовать от своей победы, вас будут как будто бы люди вокруг говорить, какой ты молодец. Может быть, это будет какой-то вот развод, вы разведетесь и будете горды собой. Может быть, это будет победа на работе, да, какого-то конкурента. Может быть, вы договор какой-то получите. Но, во всяком случае, какая бы ситуация ни была, за которую вы будете расстраиваться, да, вы победите, все будет хорошо, закончится все хорошо, да. Так, давайте следующую карту посмотрим, тельцы для вас на август месяц. И эта карта. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов у нас снова показывает поездку. И, возможно, вы действительно куда-то отправитесь в командировку, на дачу, на море. Здесь рыцарь на коне скачет. Это может быть человек, который вам принесет какие-то известия, какую-то новость, информацию, договор, предложение какое-то. Но в основном это, конечно, карта транспорта. Поезда, самолета, машины, автобуса. Может быть, к вам гость какой-то приедет. Еще это карта, когда нужно что-то быстро очень сделать. Так, давайте, следующую карту для вас посмотрим на месяц август. Карта. Эта карта у нас Верховная Жрица. По Верховной Жрице вам нужно следовать своей интуиции. Может быть, чего-то вы не знаете, что-то от вас скрыто, тайно, непонятно, может, какие-то ситуации, которые вас расстраивают, да, или что-то вот, ну, что вас беспокоит, о чем вы переживаете, нужно по этой карте, эта карта у нас идет старший аркан, по этой карте нужно довериться своей интуиции, либо же спросить у кого-то совета, у человека, которого вы доверяете, если будет какая-то у вас проблема, например, или выбор из чего-то, да,
какие-то варианты будут, и вам нужно довериться своей интуиции, чтобы сделать именно правильный выбор и не ошибиться, как вот по семерке чаш. Так, давайте следующую карту для вас посмотрим, последнюю, заключительную на месяц август для тельцов. И эта карта. Это карта император. Император — это такой человек, который рядом с вами будет находиться. Если вы мужчина, то это вы. Если вы женщина, то рядом с вами такой будет мужчина, который очень властный, очень, знаете, такой, как я сказала, так и будет, который командует, который управляет, который может манипулировать, человек, который принимает решения. Если это по бизнесу, то он четко принимает решения, знает цель, ставит задачи, достигает. Это человек, который руководитель, командир, человек, который управляет, решает вопросы. Вот властный такой, сильный мужчина, и такой человек рядом с вами в августе месяце будет. Вот такой вот у вас расклад, дорогие тельцы, на месяц август. Напишите, какой вам больше нравится, на столе, либо же со мной в кадре. Я почитаю, и увидимся с вами уже в скором времени. Благодарю вас за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.